Всем привет, это обзор обновлений на Main или Awakening версии Lineage 2 в Корее за август. Начнем с раздела развития персонажа. После прохождения квеста Путь судьбы, а для расы Артей Ветер судьбы, это те квесты, после которых персонаж может пробудиться. Игроку выдается 7-дневная руна поддержания энергии жизни. Сразу в распакованном виде, то есть ее нельзя будет отложить потом. Уже после пробуждения, когда персонаж получает 4-ю профессию, выдается 10 замороженных роз, по 5 свитков псоя и бресов и по 100 тысяч зарядов. После прохождения квестовых цепочек в кровавых топях на 95 и 99 уровне, а потом и в раскаленных топях на 100 уровне, персонаж получает набор расходников, брошь, несколько драгоценных камней 2 уровня, пояс и диадему на выбор. Подробный список обновленных наград есть в патчноутах, ссылку оставлю под видео. Далее разработчики добавили новые награды в квесты почетного дворянина. После завершения цепочки квестов «Узнай свой предел» персонаж может получить у Лионела Хантера сет квестовой брони, аналогичной броне Айгиуса, и оружие, аналогичное оружию Хелиоса. В оружии уже предустановлен атрибут святости, который на данный момент, к сожалению, нельзя никак заменить. Предметы нельзя точить или как-то вообще модифицировать. За исключением оружия, его можно улучшить у Ферриса всего лишь один раз. И броня и оружие будут зависеть от класса персонажа. В патчноутах также есть список, какие классы по умолчанию какой предмет или комплект получат, и эффекты этих предметов. Затем, в зависимости от класса и по завершении цепочки квестов почетного дворянина «Преодолей свой предел», персонаж получит в качестве награды драгоценные камни, браслет семени, рубашку дракона, браслет для талисманов с одной из базовых характеристик, талисман огня и талисман Анайса. Обратите внимание, что все предметы постоянные. Любопытный момент здесь в том, что даже те, кто прошли уже квесты почетного дворянина, все равно смогут забрать все эти награды у Лионела. И еще в патче от 21 августа у Лионела стало возможным обменять полученную броню и оружие на другой тип. То есть в тех случаях, когда есть выбор, каким оружием, например, персонаж может пользоваться. Комплект брони и оружия меняется с дополнительной платой в 100 миллионов аддон, а усиленное оружие почетного дворянина за 150 миллионов аддон. Еще одним важным моментом в разделе развития персонажа стало изменение минимального уровня для возможности добавить Dual Class. Теперь это 105 уровень. И вместе с этим еще одно важное изменение, что персонаж при смерти теряет опыт только на 105 и выше уровнях. Переходим к разделу «Системы наставничества». С 14 августа наставниками могут стать персонажи 105 и выше уровней, прошедшие пробуждение, а учениками персонажи с 1 по 104 уровни. Списки учеников и наставников до патча были сброшены, при этом никакого штрафа ни у наставников, ни у учеников на момент установки патча не будет. Еще один важный момент: даже если персонаж уже прошел наставничество до обновления, но он не получил, скажем, 105 уровень, он сможет стать учеником еще раз. Знаки ученика наставнику выдаются 3 раза: за 85 5000, за 101 10 тысяч и за 105 60 тысяч. Ученик по завершению наставничества, то есть получению 105 уровня, получает маску и пояс эксперта, серьгу Атланта и некоторое количество расходников. К сожалению, разработчики не указали точных цифр характеристик серьги и маски, но известно, что они меняются так же, как и при заточке бижутерии ангелов. Маска на +1 дает +5 скорости атаки и магии и +1 харизмы. Теперь кратко о том, на что можно поменять знаки ученика у NPC «Помощник наставника». Вы, должно быть, уже заметили, что тут в основном одни расходники, различные свитки модификации.
маска мастера, серьга Атланта, золотой орнамент, который можно продать в магазин за адену, никак больше его использовать нельзя. Стоит этот орнамент 12 миллионов адены при 20% налоге с замка. 21 августа в этот список еще добавили агатион феи за 50 тысяч знаков наставника, который не только имеет активный скилл телепорта в город Аркан, но и увеличивает физическую и магическую атаку на 3% пассивно. Следующий раздел умений. Разработчики здесь сообщили, что для изучения умений до 85 уровня очки СП больше не требуются. Затем в том же патче от 14 числа усилили свойства расовых умений. Обращаю ваше внимание, что это не умения откровения, а те, что нельзя выбрать, которые выдаются автоматически после того, как вы создаете персонажа. Например, у темных эльфов есть пассивное умение острота, которое прибавляет силу физ-крит атаки и силу критов магических умений на 1%. После патча и после пробуждения персонажа будет уже 2%. То же самое и со стихийной характеристикой, она у всех классов после пробуждения будет увеличиваться в 2 раза. И такая ситуация у всех рас, не только у темных эльфов. Дальше, следуя хронологии патчнотов, но не забегая вперед, еще нужно сказать, что разработчики также изменили баф дворянина покровительства славы. Он теперь увеличивает не получаемый опыт и СП, а бонус виталити. Переходим к разделу зон охоты. Временные зоны Таути, Октавис и Френтезы усилили, и теперь это зоны для персонажей 107 уровня. Попасть в них можно только в командном канале от 21 до 35 человек через NPC Белла в Адене. Здесь еще можно сказать, что разделение на обычный и экстремальный рейд было упразднено, а сами зоны откатываются по субботам. Далее в локациях Оазис на острове Ада и Волшебная долина разработчики изменили тип атаки монстров. И если я правильно понял, в ходе тестов теперь мобы используют не все умения или лишь небольшую часть старых умений и дебафов в этих зонах. Затем в зонах Оазиса, Мегалитов Белефа и кратере башни Слоновой Кости увеличили количество монстров и убрали социальность. То есть каждый моб теперь сам за себя. Плавно переходим к еще одной важной теме этого патча. В игре теперь нельзя получить с монстров энергию хаоса и сундуки с элитных монстров. Как и объявляли разработчики, из игры был удален весь дроп привычных нам ресурсов. Уже существующие ресурсы получили приставку «устаревший» и немножко изменили иконку. На замену появился новый ряд ресурсов. Первый из них, и, пожалуй, наверное, самый важный, это эфир, который присваивается каждому персонажу отдельно во время прокачки, как в мешочке. Этот эфир нельзя передать, продать или выбросить. И у эфира есть очень важное ограничение в 120 штук в день. Цена в магазин нулевая, эфир используется как обязательный ресурс в новой системе крафта, но о ней я расскажу чуть позже. Затем появился еще один новый ресурс – осколок камня жизни. Этот ресурс можно получить только удачно соспойлив моба в нескольких локациях. Так же как и эфир, его нельзя продать, передать или выбросить. Поэтому спойлер будет актуален для фарма осколков в пати. Цена осколков в магазин 8000 аден при 20% налоге. Далее ряд новых ресурсов: черный мифрил, рехуроконовая руда, чешуйки дракона и перо ангела. Эти предметы также необходимы для крафта некоторых предметов. Стоят по 8000 адены в магазин, но никаких ограничений, как у эфира или у осколков камней жизни, у них нет. Еще два типа предметов, которые можно получить в некоторых локациях дропом. Это сундуки Адена. Они бывают обычного типа и сверкающего. Из обычного сундука со случайным шансом можно получить темный или кровавый камень на броню или оружие, цельную R99 экипировку, бижутерию ангелов, соленит, это предмет, который на данный момент только в корейском регионе существует, и некоторые предметы для системы агатионов. Из сверкающего сундука можно получить цельное темное или кровавое оружие или броню, цельную R110 экипировку, бижутерию ангелов, предметы для системы агатионов и так далее. Что именно там далее, пока неизвестно, потому что разработчики в патчнотах это не указали. Ссылку на статью с таблицей распределения ресурсов по локациям я оставлю под видео. Там будут собраны все таблицы, которые более-менее важны в этом патче. Далее разработчики в том же разделе «Зона охоты» сообщили, что из игры удалены рейд-боссы в Хрустальном лабиринте на Парнасе, 4 РБ неподалеку от деревни Кайнак, Туркан в перекрестке разбойников и Андреас Ван Холтер в языческом храме. То есть теперь лабы как таковой не существует. Хотя мы на стриме обнаружили, что билеты в лабу все еще продаются.
Затем разработчики скорректировали каким-то образом количество монстров в локациях до 100 уровня, и в локациях с 85 до 107 уровня добавили возможность регенерации маны. Опять-таки, точные названия локаций есть в патчноутах, ссылка будет все там же в описании к видео. В разделе NPC разработчики добавили в центр Адена, Герана и Хейна копии некоторых NPC, которые могут потребоваться игроку по аналогии с Essence версией. Дальше менеджер витаминов теперь продает рубашки дракона по 50 миллионов адены. Еще один важный момент: разработчики зафиксировали положение мамонов в Адене и Геране, то есть теперь не надо искать, в каком именно городе мамон, они одновременно будут и в Геране, и в Адене. А вот в руне мамонов больше не будет. Кроме того, убрали всех жрецов рассветов и заката, которые сопровождали мамонов до этого в прошлом. И, наконец, была удалена опция обмена драгоценных камней 3-го уровня у Шаддая. Если я правильно помню, их можно было просто запечатать. В разделе предметов сказано, что теперь у любого кузнеца можно обменять осколки камней жизни, о которых я говорил раньше, на сами камни жизни. Цены на ваших экранах. Здесь, пожалуй, можно только отметить, что среди представленных камней жизни есть камни для брошки и для диадемы. А условия обмена камней жизни для оружия R110 ранга или оружия драконов не изменились. У драгоценных брошей изменилась иконка, и теперь на 5-й стадии появилось два новых варианта: нормального и высшего качества. То есть обычную брошь Лавиан-Рос можно заточить на 5 специальными свитками из магазина, обменять ее на высшего качества и уже высшего качества заточить еще на плюс 10. Информация о шансах модификации, к сожалению, пока не появилась, но есть характеристики этой брошки. Подробности также можно почитать в патчноутах от 27 августа. Оставлю ссылку под видео. Одним из ключевых изменений корейской версии L2 в патче от 14 числа стала система Vitality и в целом перехода корейского региона на free-to-play модель. Теперь система Vitality стала влиять на дроп предметов и дроп адены. Сперва разработчики при отсутствии очков Vitality уменьшили шансы выпадения этой самой адены, но в патче от 15 августа на следующий день штраф стал уменьшать количество выпадаемой адены. Штраф также работает на всех членов группы, если хотя бы один из сопартийцев не имеет очков Vitality. Кроме того, без Vitality персонаж не может получить осколки камней жизни и эфир, то есть без Vitality эти два ресурса дропать не будут. В связи с этим у всех членов группы появилась заметная иконка, по которой можно определить, есть ли очки жизни или Vitality у персонажа или нет. Наконец, если персонаж находится в мирной зоне, то шкала Vitality постепенно понемногу начинает восстанавливаться. Как показывает мой тест, этот процесс очень медленный. Следующий раздел — это новая система создания предметов или крафт. Из-за удаления старых и ввода новых ресурсов система крафта тоже сильно поменялась. Прежде всего, все старые заученные персонажами рецепты были удалены. Здесь, конечно, остается вопрос, были ли удалены рецепты на головные уборы и другие, в общем-то, устаревшие предметы. Мне, к сожалению, этот момент никак не проверить. Тем не менее, разработчики нашли необходимым компенсировать удаление некоторых рецептов и взамен выдали некоторое количество адены. Таблицу посмотреть можно в той же статье по патчу на 4r4m.com. Пожалуй, только отмечу, что рецепты на заряды для всех рас были добавлены в награду квеста пробуждения. Новые рецепты можно купить у NPC в центре Адена, Герана и Руны. Рецепты бывают разного типа, одни подходят для всех рас, такие как, например, для драгоценных камней или диадем, следующие подходят только для расы гномов, например, свитки благословения, а еще один только для крафтеров, например, предметы R110 ранга. Таблицу с тем, кому какие рецепты можно будет заучить, вы найдете все в той же статье на 4r4m.com по патчу от 14 числа. Наконец, старые ресурсы все же не утратили совсем былой полезности. 5-й уровень все еще можно использовать для улучшения оружия драконов, а если ресурсов не хватает, их можно докупить у Мамона-торговца. Подчеркну особенно в этом видео, что у Мамона-торговца на данный момент никаким образом когти дракона купить нельзя. В связи с изменением системы крафта и неактуальностью старых ресурсов, разработчики почти на 1,5 месяца запустили ивент гильдии Алых Весов. Во время этого ивента у NPC Даки можно обменять ресурсы 4-го уровня, кейматы, свитки и прочие расходники на монеты гильдии Алых Весов.
Количество монет зависит от типа предмета. Все остальные ресурсы, увы, останутся не у дел. А полученные монеты гильдии Алых Весов можно обменять у Роуз на некоторые расходники. В разделе «Системе фракций» разработчики сообщили, что вся система фракций временно выведена из игры. Вот именно так. Временно выведена из игры. Удалена возможность взять или пройти квесты на получение очков фракций, а существующее количество очков фракций будет закреплено до момента реорганизации. Но даже сам интерфейс фракций из игры был также удален. Раздел квестов, пожалуй, мы пропустим. Как я уже говорил, здесь была удалена часть, связанная с фракциями. Квест на прохождение идти в одиночку был перенесен NPC Элрике, и его можно взять теперь на 103 уровне. Переходим к разделу интерфейса. В нем разработчики добавили новое окно шоткатов. Напомню, что в Корее до сих пор нет 5-й строчки, как в регионах. Дополнительную панель можно отключать или перемещать, как и основную, но на всякий случай напомню, что это еще одна панель уже существующих шоткатов, только собранная по 4 секции вертикально. Затем разработчиками была добавлена новая горячая клавиша, запускающая систему автоматической охоты. Это клавиша Z. Кроме того, визуально изменилось основное меню, иконки главного меню, и интерфейс в целом теперь более прозрачный и геометрически простой. В патче от 21 августа в игру была добавлена новая сессионная зона «Заброшенные мифриловые рудники» для игроков с 99 по 105 уровни. Зона доступна на час с возможностью продлить ее до 5 часов. Зона ежедневная, стоимость телепорта 50 тысяч адены. Кстати, после одного из патчей в конце августа теперь в этой зоне можно делать первые 3 квеста почетного дворянина. То есть счетчик квестов будет учитывать этих мобов тоже. Важное замечание, что это зона без возможности вести PvP или вообще как-либо взаимодействовать с другими игроками. Вместе с сессионной зоной заброшенных мифриловых рудников разработчики добавили клан-миссию. Если убить 800 мобов в этой зоне, то можно получить настойку энергии, которая восполняет небольшую часть виталити. И напоследок раздел с дополнительными изменениями. Добавлено отображение для новых учетных записей или тех, на которые игроки не заходили больше месяца. Такие игроки будут отмечены ростком над головой персонажа, отображение новичка или вернувшегося героя будет длиться в течение 2 месяцев. Еще один любопытный момент – это автоматическое сохранение всех поставленных в автоматический режим умений на панелях. То есть, если вы меняете мейн или дуал класс местами, или релогаетесь, все равно все выставленные умения останутся по-прежнему активными в автоматическом режиме. Кроме того, разработчики в патче от 28 августа удалили всех торговцев волшебными красками. Эта функция теперь возложена на самого мастера татуировок. И, наконец, была удалена большая часть устаревшей информации в текущих хрониках из различных меню, диалоговых окон и карты. Это, пожалуй, все. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на сайт 4r4m.com. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Отдельно хочу поблагодарить подписчиков на Патреоне и зрителей, поддерживающих проект на стримах. Это видео вышло благодаря им. Еще раз большое спасибо.